Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 24 июня. Поговорим о народном празднике, поговорим о празднике в церковном календаре и, как всегда, поговорим о том, что можно делать в этот день и что нельзя делать, что наши предки обязательно говорили в этот день. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, 24 июня отмечается народный праздник День Варнавы. К этому времени спела земляника, поэтому второе название праздника – земляничник. На Руси говорили, что на Варнаву не рви травы. Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Землянику также не советовали собирать в этот день. Интересно, что в день Варнавы разгул нечисти приходился на полдень, а не ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы, кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять. По церковному календарю 24 июня вспоминают святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Святой апостол Варнава был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Рожден был в обеспеченной семье евреев рода левитов на Кипре. На Кипр переехали его родители из Палестины из-за постоянных войн. С самых лет родные прививали любовь к Господу, Богу и вере. Позже святой стал получать хорошее образование при церкви в Иерусалиме. За свою веру и душевную доброту апостол и был схвачен. Позже подвержен мукам и страданиям. Сегодняшний день, 24 июня, люди называли в честь апостолов, а в остальном он сводился к тому, что с сегодняшнего дня начинал уменьшаться день. Люди в смех говорили: «Варвара и Варфоломей кусок дня украли и к ночи пришили». В давние времена 24 июня было принято плести венки, причем для плетения использовали именно 9 различных цветов. Согласно народным приметам, после того, как венок надевали на голову человека, ему нельзя было вовсе ничего говорить. Так девушки ложились вечером спать, не снимая венка, и во сне к ним приходила их судьба и любовь. С сегодняшнего дня начинались и русальные дни. В этот период водяные духи и мифические существа становились видимые. Они в это время очень бурные были, веселые, часто резвились в эту пору и устраивали различные праздники. Даже ходили легенды, что русалки могли выбрать себе в пару или даже мужья живого человека. Они его дурманили, отводили в тихое место или темный угол и могли защекотать до потери сознания, после чего забирали его с собой и уже навсегда. Поэтому в этот день старались держаться вместе, возле воды не ходили поодиночку и в карман обязательно клали либо чеснок, либо что-то из своих личных оберегов. Если к ночи закрывались цветки заячьей капусты, то говорилось это о том, что на завтра будет добрая и ясная погода. Распускалась акация, рябина, черешня, земляника и радовали ароматы пионов. Если цветение акации было чересчур быстрым, это означало, что и урожай будет ранним и очень большим. Цветы звездчатки очень чувствовали погоду. Так, например, при наступлении плохой погоды в ближайшие дни эти цветы и вовсе не открывались. На праздник Варнавы люди бежали в леса смотреть, не поспела ли земляника, а если она уже была прилично красной и спелой, это означало, что летом будет обильный урожай всевозможных ягод. Позднее цветение рябины означало, что осенью будет мало грибов, а осень затянется на месяц вперед.
Если туман поутру во дворе стелился, то грибов, наоборот, было очень много. Их сушили, закручивали, делали из грибов супы и добавляли каши или другим различным крупам. К непогоде могло сулить и бледное солнце, которое, казалось, вот-вот потухнет, или голуби, которые прятались и не имели никакого желания летать сегодня. К дождю еще мог предвещать шиповник. Он, когда чувствовал влагу, не вскрывал свои нежные бутоны. По народной примете, во многих регионах в этот день гуляют и гуляли до самого рассвета. Гуляния сопровождались большими компаниями, богатыми столами, напитками, музыкой и плясками. Рядом разжигали костер. Это было сделано, во-первых, для того, чтобы не замерзнуть, а во-вторых, для того, чтобы прыгать через костер, играя тем самым в разные игры. Ко дню Варнавы стоило заранее накосить травы и обильно покормить наперед свой скот. Делали это для того, чтобы сегодня этим не заниматься. Был даже один негласный запрет, в котором говорится о том, что сегодня строго-настрого нельзя было не то чтобы косить и даже рвать траву и сено. В противном случае можно было разозлить духов и принести это зло с собой домой. Злые духи сегодня знатно вредили и пакостили, не давая людям ни малейшего покоя, но люди старались максимально себя отвлечь и развлечь. Таким образом, они сразу убивали двух зайцев, были все вместе и рядом, а во-вторых, веселились и не думали о негативе и зле. Сегодня, согласно народным традициям, не нужно было ругаться и быть сильно вспыльчивым. Ревновать, кстати, тоже запрещалось. Считалось, что это проявление каких-то негативных чувств внутри. И если по истечению дня вам это удалось, провести сегодняшний день, 24 июня, в гармонии, в понимании и согласии, то будьте уверены, что в вашей семье будет и достаток, и любовь, и благополучие. Также под запретом сегодня было употребление алкоголя и табака. Сделать это было крайне тяжело, так как люди сегодня гуляли и веселились, но все же старались держать себя в руках. Запрещалось сильно пить по одной простой причине. Считали, что русалки могли одурманить своими чарами пьяного человека намного быстрее и забрать его к себе. Из этих соображений перебирать точно не стоило. Поэтому мы и рекомендуем вам сегодня быть аккуратнее со спиртными напитками, пить исключительно в компании друзей и близких и только в умеренном количестве, дабы избежать неприятных случаев и обманов в такой день. Бездельничать сегодня было недопустимо, а малейший отдых мог обидеть близких вам людей. Все потому, что 24 июня люди старались держаться вместе, помогали и были плечо к плечу целый день. Подстраховывали и заменяли друг друга, и как только кто-то отвлекался, отдыхал или относился к своей работе несерьезно, то сразу все замечали и старались такое пресечь. Такое поведение считалось плохим тоном. Исходя из этой традиции, будет отличным решением сегодня съездить к своим родным и помочь им. Это может быть как базар, уборка по дому, выгул домашнего любимца или простой разговор по душам, которого иногда так не хватает. А вот День ангела празднуют обладатели сегодня таких имен: Мария, Ефрем, Иван, Варфоломей, Варнава, а также Василий. Вы знаете, этот день, все-таки 24 июня, наши предки старались посвятить сбору земляники. Предки готовили из нее самые вкусные морсы, пироги и варили варенье. Также сегодня прекрасный день для примирения, поэтому постарайтесь в этот день простить своих обидчиков, и удача обязательно вернется к вам. Сегодня самое время для домашней уборки, поэтому если есть какие-то завалы, хлам, разберите все, расчистите углы, и тогда вы точно привлечете успеть. Сегодня
Ни в коем случае 24 июня нельзя было менять внешность, красить волосы, делать татуировки, удалять родинки, бриться и делать эпиляцию. Такие изменения не пойдут на пользу человеку и даже могут навредить здоровью. Также в этот день ни в коем случае не рассказывайте о своих болезнях, о своих недугах, не разговаривайте о порчах и сглазах. Эта тематика близка негативным сущностям, поэтому они могут заинтересоваться данным разговором и притянуться тем самым в вашу жизнь. Ну а чтобы не привлечь к себе проблемы с деньгами, постарайтесь избежать, не допустить сегодня звона монет в кармане. Также в этот день ни в коем случае нельзя было вредить растениям, бегать по траве и даже сидеть на ней. Также в этот день не стоит начинать что-то новое. Это касается и работы, и бизнеса, строительства, творчества, потому что любые начинания сегодня могут обернуться, к сожалению, полным провалом. Также, друзья, в этот день нельзя было лениться, проводить день в безделии, отлынивать от работы. В профессиональной жизни могут начаться проблемы. Также постарайтесь в этот день не жаловаться другим людям на свою жизнь, на какие-то проблемы или на тяжкую судьбу. Ситуация может еще просто больше усугубиться. Также в этот день ни в коем случае не давайте в долг денег, иначе это к нищете. Вы знаете, сегодняшний день, 24 июня, один из таких вот подходящих дней для того, чтобы что-то изучать новое. Дело в том, что любой новый материал, новые знания будут усваиваться по-другому, и вы, знаете, можете даже получить какое-то озарение, которое приведет к новым каким-то изменениям в вашей жизни. Поэтому, если вы давно хотели что-то изучить, или, например, начать изучать язык, или разбираться в каких-то новых технологиях, именно 24 июня тот день, когда вам стоит уделить этому внимание. Вот, друзья, такой у нас с вами день, 24 июня, по народным приметам и народному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Друзья, ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Вы знаете, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно, и смотрите, друзья, потому что там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.